Привет, друзья! Сегодня будем вязать крючком разноцветный плед узором с выпуклыми столбиками. Узор подходит для любой пряжи, главное, чтобы толщина ниток была примерно одинаковой. Я буду вязать толстой пряжей, на 100 грамм 180 метров. Размер крючка 4,5. Свяжем сначала вот такой образец, чтобы потом рассчитать количество петель для всего пледа. Набираем на крючок цепочку из воздушных петель. Первая петелька, вторая, третья, четвертая, пятая и так далее. Получается вот такая цепочка. Раппорт узора 16 петель, плюс 2 дополнительных и 10 боковых петель, по 5 справа и слева. Набираем для образца 1 раппорт, то есть 28 петель, плюс 2 петли подъема для перехода на следующий ряд. 30 петель набрано. Начиная с третьей петли будем вязать столбики без накида. Вяжем по одному столбику без накида в каждую воздушную петельку до конца ряда. Первый ряд окончен. Разворачиваем вязание и будем присоединять нитку другого цвета. Берем нить в левую руку, вводим крючок в первую петельку, захватываем новую ниточку, вытягиваем красную петельку. И эту петельку проводим через ту петельку, которая уже есть, то есть через белую. Затягиваем нижнюю петлю и делаем одну воздушную петлю подъема для перехода на следующий ряд. Теперь, начиная с самой первой петельки, делаем столбики без накида до конца ряда. То есть в каждую петельку основания мы вяжем по одному столбику без накида. Итак, мы довязали весь ряд до конца столбиками без накида. Разворачиваем вязание и будем вязать еще один ряд столбиками без накида, ниткой того же самого цвета. Делаем одну воздушную петлю подъема и, начиная с первой петельки, делаем столбики без накида на протяжении всего ряда. 1, 2, 3. Такие же самые столбики вяжем до конца ряда. Если все сделано правильно, то должно получиться 28 столбиков без накида. Еще один ряд окончен. Разворачиваем вязание и будем присоединять нитку серого цвета. Берем нитку в левую руку, вводим крючок в первую петельку, захватываем ниточку нового цвета и протягиваем ее сквозь ту петлю, которая уже есть на крючке. То есть серую проводим через красную. Петельку красного цвета затягиваем. Делаем одну воздушную петлю и теперь до конца ряда будем вязать столбики без накида ниткой серого цвета, начиная с первой петли, вот с этой. Вводим крючок, вытягиваем петельку и провязываем столбик без накида. Снова вводим крючок в следующую петельку, вытягиваем и провязываем столбик без накида. Такие столбики без накида делаем еще 2 ряда серой ниточкой, не забывая делать в конце каждого ряда одну воздушную петлю подъема для перехода на следующий ряд. Итак, 2 серых ряда провязаны. Провяжем еще 2 ряда ниткой черного цвета. Итак, 2 черных ряда провязаны. Теперь будем присоединять снизу нитку белого цвета. Вот она. Разворачиваем вязание. Вводим крючок в первую петельку, захватываем белую ниточку и проводим ее через черную петлю. Черную петельку затягиваем и делаем одну воздушную петлю подъема для перехода на следующий ряд. Теперь вяжем 5 столбиков без накида, начиная с первой петельки. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь будем делать выпуклый столбик с 4 накидами вот в эту нижнюю белую петельку, которая находится сразу внизу под следующей черной. Если считать с правой стороны, то это 6-я петля. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Набираю 4 накида и завожу крючок за 6-ю петлю. Захватываю рабочую ниточку, провожу через 2 вместе первый раз, через 2 вместе второй раз, третий, четвертый и 5-й раз. Получился вот такой выпуклый столбик с 4 накидами. Сейчас я буду делать еще один такой же самый столбик вот в эту следующую петельку. Набираю 4 накида
И завожу крючок за следующую петлю. Захватываю рабочую нить, вытягиваю, провязываю через 2 вместе один раз, второй, третий, четвертый и 5 раз. Получилось 2 выпуклых столбика с 4 накидами. Теперь пропускаем 2 петельки основания и в третью делаем столбик без накида. Таких столбиков нужно сделать 14 штук в каждую петельку основания. 14 столбиков без накида провязано. Теперь будем делать 2 выпуклых столбика в этом месте. Набираем на крючок 4 накида и будем делать выпуклый столбик вот в эту петельку, которая находится сразу под вот этой черной петлей внизу. Захватываю рабочую нить, вытягиваю. Провожу через 2 вместе первый раз, через 2 вместе второй раз, третий, четвертый и 5 раз. Это один выпуклый столбик с 4 накидами. И делаем еще точно такой же в следующую петельку, вот сюда. Получилось 2 выпуклых столбика, точно таких же, как вот в этом месте. Теперь снова пропускаем 2 петельки основания и в третью делаем столбик без накида. До конца ряда делаем 5 таких столбиков. Это второй, третий, четвертый и последний 5 столбик без накида. Теперь разворачиваем вязание, делаем одну воздушную петлю подъема и будем весь ряд вязать столбиками без накида в каждую петельку основания. Итак, еще один ряд окончен. Вот так узор выглядит с изнаночной стороны. Вот это лицевая сторона. Теперь еще нужно провязать одну полоску красными нитками. То есть мы сейчас присоединяем красную нить и будем вязать 2 ряда столбиками без накида. Красные ряды окончены. Следующий цвет серый. Провяжем 13 столбиков без накида ниткой серого цвета. Теперь будем делать выпуклые столбики с 4 накидами в нижний серый ряд. Набираем 4 накида и отыскиваем петельку, в которую будем колоть. Она находится непосредственно под первой красной петелькой. Вот она. Вводим сюда крючок, цепляем за эту петельку, захватываем рабочую ниточку, вытягиваем и начинаем провязывать столбик с 4 накидами, так же, как это мы делали в предыдущих рядах. И вяжем еще один такой же самый столбик в следующую серую петельку, вот сюда. Теперь до конца ряда вяжем 13 столбиков без накида, начиная с 3 петельки основания. Первые 2 петельки пропускаем и в третью делаем первый столбик. Это первый, второй и так далее. Вяжем до конца 13 столбиков без накида. И еще один ряд вяжем серой ниткой столбиками без накида. Теперь разворачиваем вязание и будем вязать еще 2 ряда черной ниткой и 2 ряда белой ниткой столбиками без накида. Дальше принцип вязания повторяется. Сейчас будет идти красная полоса, которая вяжется аналогично второй белой полосе. То есть справа и слева будут идти выпуклые столбики с 4 накидами. Первый красный ряд 5 столбиков без накида, 2 выпуклых столбика с 4 накидами, затем 14 столбиков без накида, снова 2 выпуклых столбика и 5 столбиков без накида до конца ряда. Второй красный ряд вяжется весь столбиками без накида. Затем еще 2 ряда мы вяжем столбиками без накида серой ниткой. Затем переходим на черную полосу, которая повторяет вторую серую полосу. Первый черный ряд 13 столбиков без накида, 2 выпуклых столбика в нижний ряд и до конца ряда 13 столбиков без накида. Второй черный ряд вяжем полностью столбиками без накида. Дальше вяжем таким же самым образом, соблюдая очередность цветов: белый, красный, серый, черный. Все полосы с 2 парами выпуклых столбиков вяжутся аналогичным образом. Это 5, 10, 15, 20 и так далее. Каждый раз плюс 5 полос. Все полосы с 1 парой выпуклых столбиков также вяжутся аналогичным образом. Это 7, 12, 17, 22 и так далее. Теперь рассчитаем количество петель для всего пледа. Ширина образца 18,5 см. Это 28 петель. Высота 25 см.
это 22 цветные полосы. Допустим, мы будем вязать плед шириной 125 и высотой 190 сантиметров. По ширине набрать нужно будет 176 петель раппорта, плюс 2 дополнительных и 10 боковых петель. В сумме 188 петель узора, плюс 2 петли для подъема, итого 190 петель. По высоте связать нужно будет 167 цветных полос, по 2 ряда каждая. Набираем цепочку из 190 воздушных петель. Затем один ряд вяжем столбиками без накида. Вяжем еще 3 цветные полосы, по 2 ряда каждая, столбиками без накида. В первом ряду 5-й цветной полосы, это у нас белая полоса, будем добавлять выпуклые столбики с 4 накидами. Таких столбиков получится 12 пар. Между ними, как обычно, по 14 столбиков без накида, а с правого и с левого края по 5 столбиков без накида. Вяжем еще один ряд столбиками без накида белой ниткой. Теперь вяжем красную полосу из 2 рядов столбиками без накида. В первом ряду 7-й цветной полосы, это у нас серая полоса, добавляем выпуклые столбики. Должно получиться 11 пар выпуклых столбиков. И второй серый ряд вяжем столбиками без накида. Дальше все повторяем по схеме, чередуя ряды с выпуклыми столбиками и ряды со столбиками без накида. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видеоролики. У меня множество идей, поэтому впереди вас ждет много интересного. Когда плед полностью связан, обвязываем его с правого и левого края столбиками без накида. Это нужно сделать для того, чтобы выровнять край и спрятать боковые ниточки. Плед готов. Друзья, напишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть в моих следующих видео. На самую актуальную тему по вашим комментариям я сниму отдельный ролик. Спасибо за просмотр, до новых встреч!